Может быть, реально какой-то гений? Купить мне револьвер. Все, да? У меня очень много вопросов и ультра мало ответов. Ну, наконец-то легендарное возвращение главного крыла на YouTube, а это значит, нас ждет только самый потужный, самый качественный, самый лучший контент. Возвращение фан-стримов каждое воскресенье в 20:00 по МСК, возвращение нарезок и всеми любимые игровых прохождений. Но чтобы не профуфунить все это добро, рекомендую подписаться на наш телеграм-канал Hard Inside. Ведь там каждый день публикуются оповещения о всех стримах, роликах и, что очень важно, именно там происходит оповещение о наступающих розыгрышах. Поэтому, если хочешь быть в курсе всех событий, то переходи в ТГ по QR-коду, ссылочка в описании или собственными ручками введи Hard Inside, тогда точно ничего не пропустишь. Дорогие друзья, всем здравствуйте, всем привет, добро пожаловать на канал. И сегодня мы погружаемся в теории от господина Чернеца. Господин Чернецу тоже большой привет. Ученый доказал, мир не настоящий, понимаете, матрица, говорят, мы в матрице живем. Проснись, чувак, ты в матрице. Все везде заскриптовано, да, все везде, все знают, да. И сошел с ума, кстати, да. Так что ссылочку на Чернеца оставлю, как всегда, внизу в описании. Лайк. Сорян, что давно не смотрел ролики. Я вернулся на Ютар. Так что теперь активно все будем смотреть и наблюдать. Огромное уважение за ролик. Ну и поехали. Погнали. 7 степени. Прошу вас. Это кадры из фильма 1968 года режиссера Феликса Соболева «7 шагов за горизонт». 10,7. Верно. В нем авторы Чего? исследуют, как утверждается, пределы возможностей человеческого мозга. В частности, способности Игоря Шелушкова, которые Чего? объяснить никому так и не удалось. Он автоматически называет, сколько букв в стихотворении Ровно 218. Пожалуйста, проверьте еще раз. или сколько слогов в стихотворении. 114 с тобой. Заранее знает, может быть так. Заранее может человек знать? Вычисляет корни разных степеней из каких-то огромнейших чисел. Корень кубический с 551 368. 82. Правильно. Проводит за несколько секунд в голове вычисления, которые компьютеры того времени проводили за несколько минут. Корень шестой степени 433 миллиарда 626 миллионов 201 тысяча 9. 87. В конце он проводил вычисления, которые были написаны на крутящихся досках, как будто даже видеть числа ему было не обязательно. Режиссер через этот фильм подавал идею простую. Человеческий мозг не изучен и Чего? способен на многое. Мы еще не знаем всех наших способностей, но есть и продолжение этой истории. А у меня есть догадка. А что, если ему все заранее говорили? Глобальная постанова, хотя, может быть, реально какой-то гений? Которое в фильм не вошло. В 2009 году обнаруживают свидетельство одного из пациентов Нижегородской психиатрической больницы О, номер дурка. 1, который попал туда в 90-е. Он вспоминает. Больной, которым занимались в тот вечер, запомнился мне надолго. В отделение был отправлен студент, чтобы его привести. А ведущая кружка это женщина-доктор, которая водила других докторов по отделению. А ведущая кружка сообщила тем временем информацию из истории болезни. Звали пациента Игорь Алексеевич Шелушков. Он был математиком с незаурядными, почти уникальными способностями. Очень много гениальных людей сходит с ума потом. Очень много. Перемножал в уме 6- и 7-значные числа быстрее ЭВМ. Долгие годы судьба математического гения была неизвестна. И только в 2009 году появились подробности его жизни. Шелушков ездил по стране, демонстрируя свои способности людям. Даже ездил за границу в позднем СССР. Работал в НИИ, а затем у него начали появляться навязчивые идеи. Ему казалось, что на него воздействуют какими-то лучами, а еще за ним следит КГБ. Способности свои к перемножению чисел, по мнению Вполне врачей, возможно. Шелушков давно утратил и вообще умственно деградировал. И в научном институте, где он работал, его продолжали держать только из жалости. В этот раз Шелушков был госпитализирован по просьбе его матери, сообщившей, что он, идя в туалет, по 40 минут стоит перед дверью. Затем бывший пациент описывает и саму встречу группы с Шелушковым. Все? Да? Он был очень худой,
темноволосый и темноглазый мужчина лет 38, смотревший на нас с волоком. Надо сказать, в его облике ничто как Это не я. Да, я и в дурке так скажу. будто не напоминало пресловутого Человека-дождя из одноименного Человек-дождя. фильма. Какими обычно представляют себе людей с подобными математическими способностями. Ведущая кружка обратилась к нему. «Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Это не студенты, это молодые доктора. Они пришли посмотреть, не пора ли вас выписывать. Давайте побеседуем». В ответ на это Шелушков мрачно произнес: «А мне сегодня врач разрешила целый день не разговаривать». К ведущей подошла толстая медсестра. «Что, не говорит? Ничего, сейчас сделаем». Тогда медсестра вколола ему аметилкофеиновый растормаживатель, и Шелушков заговорил. Доктор спрашивает: «Ну а вот вы сами себя считаете здоровым или больным?» «Безусловно, здоров. А если вы здоровы, то почему же, по-вашему, вас здесь держат?» Шелушков думал несколько минут, затем произнес: «Здоровье немного подправить». Что было с математическим гением дальше, неизвестно. Потерял ли он свой дар, тоже неизвестно. Последний свидетель, видевший его, говорит одно: он сошел с ума. У меня очень много вопросов и ультра мало ответов. 2014 год. Небольшой французский городок Сен-Жерон. Местный 60-летний житель по имени Жан-Клод, ухаживая за растениями в своем саду, внезапно замечает человека. 86-летний старик с длинной бородой и в дряблой одежде. Жан-Клод в шоке. Он знает, что это за старик. Этот плохо видящий и слабо слышащий дед – его сосед. А удивлен он потому, что этот сосед уже как 15 лет не выходил со своего участка. 15 лет они не виделись. Жан-Клод видел лишь свет, иногда мерцающий из окна его дома. Старик подходит к мужчине и задает вопрос. «Ты можешь сделать мне одолжение?» «Ну, если смогу». «Можешь купить мне револьвер?» 86-летним стариком был один из величайших ученых 20 века. Алло? Человек, изменивший математику так, как никто до него. Лауреат многочисленных математических премий. Настоящий гений. Гений, который последние 25 лет своей жизни прожил в абсолютном уединении. Прожил, расписывая странные мистические тексты о математике, Боге и, чаще всего, о Люцифере. Марта 1928 года в Берлине. Отец Александр Шапиро, русский еврей. Участвовал в революции 1905 года, был арестован, сидел в тюрьмах. Даже потерял одну руку в заключении. В 1917-м стал героем-революционером, разумеется. Но, тем не менее, бежал в Европу от большевиков. Мать Ханка Гротендик. Голланд. Не, чат, мы лучше с вами с этими тупыми будем, да, ну его нафиг, это вот этих гениальными быть, что-то я передумал. Из обычной Отбой. протестантской семьи. Отбой! У пары рождается ребенок. Александр, Шурик, так его называли. Но почему фамилия матери, а не отца? А именно это и спасет мальчика от Холокоста. Еврейская фамилия отца слишком опасна для того времени. Детство было тяжелое. Сначала родители воевали с фашистами в Испании, а мальчика отдали в другую семью. Затем переезд в Париж, где отца ловят немцы. Они отправляют его в Освенцим, где он и погибает в 1942 году. Затем и Шурик, и с матерью ждали года лагерей. Матери удалось договориться со швейцарской благотворительной организацией, которая прятала еврейских детей, и мальчика отправили на юго-восток Франции. В общем, очень тяжелое детство, и только после войны мальчику наконец удалось показать миру свою гениальность. 1949 год. Город Нанси, Франция. Математик Лорен Шварц дает своим студентам 6 сложных нерешенных математических задач. Может быть, кому-то из студентов удастся за семестр решить хотя бы одну из них. Потом на эту тему можно будет написать диссертацию. Спустя 1 месяц Александр Гротендик приносит все 6 задач решенными. В 22 года он становится настоящей звездой математики. В 22 года. Я в 22 года ездил зайцем на электричках. И все. Кем-кем, господин Чернец, ездил?
Он Уже вел так, кстати. монолог, или скорее диалог с математикой и Богом, которые для него были единым целым. Что интересно, у парня вообще не было гражданства. Про тебя, видишь, Послевоенная даже Чернец Европа. про тебя Для знает. получения французского паспорта ему нужно было отслужить в армии. Он же, видевший ужасы войны как убежденный пацифист, отказался. Затем работа в Бразилии, работа в США, потом обратно во Францию. Он сделал невероятный вклад в математику. Его называли чуть ли не главным теоретиком математики 20 века. Гротhendieck вышел за рамки отдельных математических дисциплин. То есть это уже не была только геометрия или только алгебра. Он искал универсальный язык, объединяющий всю математику. Также Александр вел активную общественную Вообще работу. возможно. В знак протеста против Вьетнамской войны полетел во Вьетнам читать лекцию. Поддержал студенческие протесты в Париже. Затем Прага во время Пражской весны. А в 1969-м он узнал, что институт, в котором он работал, получает финансирование от Министерства обороны. Он тут же увольняется. А затем Гротhendieck стал меняться. В 42-м развелся с женой, получил таки французское гражданство, но перестал публиковаться. Стал отказываться от новых премий, а в 91-м ученый пропал. Ни друзья, ни семья, ни коллеги, никто не знал, где он. Позже выясняется, что ученый уехал в отдаленную деревню. Там он подрабатывал пастухом и сторожем. Практически полностью перестал общаться с людьми. Также он запретил всем, кто с ним знаком. Может ли быть такое, что он убежал от кого-то? От чего-то убежал? Может быть такое? Запугали, что-то начал говорить. Может быть такое. И он просто отшельником ушел. Публиковать Вполне. его работы. Вполне А люди, верю в иногда такое. видящие его, говорили, что великий ученый сошел с ума. И понятно, почему так Запугали, говорят. может. Когда он все же разговаривал с людьми, он иногда упоминал своих истинных друзей – растения. Он начал верить, что дерево, древесина, обладает сознанием. Своему ученику Мишелю Камиллери он сказал, что его кухонный стол знает о тебе больше, чем ты когда-либо узнаешь о себе. Но были и куда более пугающие вещи. Мужчина стал погружаться в мистицизм. Он говорил, что в его доме есть существа, которые могут ему навредить. В сентябре 2014-го он Поехали. попросил соседа купить ему револьвер, чтобы сделать то, что YouTube не разрешает называть. То, с чего я начал эту историю. Сосед отказался. Но спустя 2 месяца, 13 ноября 2014 года, в возрасте 86 лет, ученого не стало. После себя Гротhendieck Жесть. оставил старый дом и много рукописей. Причем огромное количество своих текстов он просто сжег. Почему? Неизвестно. Сын математика, у него, кстати, были дети, показал журналистам дом отца. Куча колб для растений, куча бумаг. Как говорил его сын, отец в последние годы жизни изучал природу зла, что бы это ни значило. В последних его рукописях цитаты Планка, Эйнштейна, Максвелла и частые размышления о этом проклятом мире и сатане. И что интересно нам, это то, что он говорил о цифрах, формулах и вообще природе математики. Я никогда не Офигеть. ощущал, что изобретаю что-то, а лишь открываю или, скорее, слушаю то, что вещи мне говорят. Математика сама открывает. Идеи приходят из места более глубокого, чем мысль. Есть свет, который мыслит в нас. Он описывал свои сны как послания. Божественные послания от существа, Офигеть. которого он называл сновидцем. И этого сновидца он как раз и называл Богом. То есть буквально он утверждал, что Бог открывает ему мудрость. К концу жизни он говорил о ежедневных встречах с ангелами и Люцифером. Про Люцифера он говорил особенно часто. Ты представляешь, иногда начинаешь задумываться в силу нынешних реалий, всех этих предсказаний, что ты как-то начинаешь к любому вообще человеку очень пристально прислушиваться. А если да? А вот если? Вот этот вот 1 из миллиона. А если да? А если он не сумасшедший? Ну вот вдруг. Вот это будет тогда вообще добрый вечер. Например, то, что скорость света — это константа, он объяснял тем, что это вмешательство Люцифера в наш мир. Сошел ли Гротhendieck с ума? Определенно сошел. Например, 26 января 1990 года он разослал 250 своим знакомым, включая детей, письма о благой вести. В этих посланиях он говорил, что
Близится день освобождения, день, когда зло на земле прекратит свое существование. Я понял. Этот день — это 14 октября 1996 года. Я погуглил события этой даты, мне выдало, что это понедельник, и Атланта Брейвс обыграл Сент-Луис Кардиналс со счетом 14-0. И я даже не понял, что это за спорт. Это В знак. этот день в мире как будто не произошло больше ничего. Ученый действительно сошел с ума, но его работа в области математики действительно гениальна. Это признается всем миром. Даже сейчас пишут, что компания Huawei очень заинтересована его работами для развития нового поколения искусственного интеллекта. И про то, что он писал про математику, то, что человечество не изобретает эти формулы, а оно их открывает, и что вся наша вселенная пропитана формулами, которые ему просто открываются. Во всем этом есть важная деталь. Он не единственный, кто так говорил. Это Годфри Харальд Харди, британский математик из Кембриджа. По воспоминаниям людей, которые были с ним знакомы, это такой типичный британец. Занудный, аккуратный мужчина, при этом жесткий и прямолинейный. К 1913 году Харди уже был респектабельным и успешным математиком. Уже было опубликовано много его работ, но, как он сам писал, главное достижение его жизни было связано вообще с другим человеком. 31 января Я вообще ни про кого не слышал. Вообще, как это получилось? 1913 года Пипец Харди интересно. получает посылку, стопку Я бумаг ничего не и получал. сопроводительное письмо. Посылка эта из Индии, а начинается она так. А вот это Дорогой интересно. сэр, хочу представиться вам. Я клерк из бухгалтерии порта в Мадрасе с зарплатой в 20 фунтов в год. Мне 23 года. Дальше он описывает проделанную им математическую работу в теории расходящихся рядов в распределении простых чисел. А заканчивалось письмо так. «Я беден. Если вы решите, что здесь есть что-нибудь ценное, я хотел бы, чтобы мои теоремы были опубликованы. Я неопытен, и любые ваши советы ценны для меня. Про индуса он сказал? Наверное, я слышал. По-моему, слышал. Прошу извинить меня за доставленное неудобство. Искренне ваш, с уважением, С. Рамануджан». Сначала он подумал, это очередной самоучка, студент. Возможно, кто-то из колледжа пытается пробиться в Кембридж. Ну или что-то подобное, но когда математик начал просматривать формулы, его мнение тут же изменилось. 179 формул гипотез. Эти формулы просто не мог вывести, как утверждается в письме, 23-летний парень из Индии. Это очень сложная математика. Более того, некоторые формулы Харди вообще видит впервые. Он не знает, что это такое. Ученый сначала вообще не понимал, как на это реагировать. Он отправился к своему коллеге по Кембриджу, Джону Литлвуду. Может, это какой-то розыгрыш? Теперь уже два математика стали разбираться в формулах. Какие-то они подтвердили, какие-то так и не смогли описать. Харди говорил, Описать одного даже. взгляда на эти формулы было достаточно, чтобы понять, что вывести их мог только математик высочайшего класса. Они должны были быть истинными, потому что, будь это не так, никому бы не хватило воображения, чтобы их выдумать. Другой математик Бертран Рассел писал, что на следующий день он нашел Харди и Литлвуда в состоянии дикого возбуждения, потому что они считают, что нашли второго Ньютона, индуистского клерка, который зарабатывает в Мадрасе 20 фунтов в год. Целую неделю Харди показывал письмо своим коллегам, которые также не знали, что ему посоветовать. Тогда он, наконец, пишет ответное письмо. «Я был чрезвычайно заинтересован вашим письмом Здесь и интересно, что он теоремами, ответил. которые вы сформулировали. Однако вы должны понять, что прежде чем я смогу судить правильно о ценности того, что вы сделали, я должен увидеть доказательства некоторых из ваших утверждений. Дело в том, что многие формулы были представлены вообще без доказательства, без ведущих к ним вычислений, что очень странно. Это пипец. Непонятно вообще, как индус к ним пришел, откуда он их взял. Причем известно, что молодой парень писал и другим математикам в Англию. Но узнав, как он пришел к этим формулам, они отвечали одинаково. В письме Харди Рамануджан пишет: «Если бы я продемонстрировал вам мои методы и доказательства, то уверен, вы присоединились бы к мнению лондонского профессора. Если я скажу вам, то вы ответите, что мое место в психушке».
Я говорю об этом только для того, чтобы убедить вас, что вы не в состоянии будете следовать моим методам доказательства. Как он пришел к своим вычислениям? Дальше еще сложнее складывается ощущение, что он вообще не знает, как он это сделал. Он утверждает, что для этого он и пишет английским математикам, чтобы они подтвердили правильность его формул. Рамануджан, возможно, даже не знал, правильно ли он все написал. Также он добавляет в письме: «Я это уже возможно? живу впроголодь. Чтобы сохранить мозги, мне нужна еда». Он просит о стипендии, о деньгах. Очень странно. С одной стороны, какой-то парень из Индии пишет, что ему нужны деньги, и он голодает. Чтобы получить эти деньги, вот, пожалуйста, формулы. Очень сложные формулы. Как я их получил, не скажу. Очень попахивает обманом. С другой стороны, Харди понимает, что это за формулы. Это действительно потенциально огромные математические открытия. Эти вычисления писал настоящий гений математики. Его результаты замечательны, но он не может на данный момент предоставить вразумительного доказательства некоторых из них. Даже современные Мошенник, ученые ну, кто-то, поражаются, значит, как ему Рамануджан диктовал? мог вывести эти формулы без компьютера. Харди писал: если бы Рамануджан смог доказать свои результаты, это стало бы одним из самых замечательных математических достижений за всю историю математики. А Литлвуд предположил, что Рамануджан не показывает доказательства, потому что он просто боится, что их украдут. Тогда у Харди и Рамануджана завязалась переписка. Когда Харди напрямую спросил, боится ли парень, что его результаты украдут, тот ответил: он ни в малейшей степени не опасается за то, что его методом воспользуется кто-то еще. Итак, сначала Харди выбивает для Рамануджана стипендию в университете Мадраса, а затем организовывает Он о себе в третьем переезд лице? в Кембридж. 14 апреля 1914 года Рамануджан Кого? прибыл в Лондон. Джан прибыл в Лондон. Так, приехал. Перед Харди предстал невысокий молодой человек со своей женой, немного полненький, с яркими блестящими глазами. Итак, как же Рамануджан приходил к своим вычислениям? А ну-ка. А дело в том, что он говорил: Намагири открывает мне формулу. Намагири — это индуистская богиня. Итак, давайте сначала. Не первый раз слышу подобное. Сриниваса Рамануджан родился 22 декабря 1887 в небольшом городке в Индии. Семья была бедной, принадлежала касте браминов, священники и учителя в основном. С раннего детства в школе он выделялся на фоне сверстников. У него была невероятная память на числа. Уже в средней школе он активно начал заниматься высшей математикой. В университете он настолько погрузился в свои формулы, что провалил экзамены по всем остальным предметам. Более того, он Офигеть. тогда сбежал из дома. Матери пришлось даже писать в газету письмо о пропавшем без вести. В 1909 году, когда парню стукнул 21 год, его мама, в соответствии с обычаями того времени, договорилась о свадьбе с 10-летней девочкой по имени Янаки. Такие вот обычаи. В 1912 он устраивается на работу в порт города Мадрас. Там его называют мальчиком-калькулятором. И вот в четверг 16... Мальчик-пропеллер его надо было назвать. Что это такое? А я, конечно, все понимаю, там обычаи и необычаи, но 10 лет, что, с ума сошли? Как штурвал. января 913-го Рамануджан пишет свое письмо Харди. Не писал он мне. К моменту, когда Рамануджан прибыл в Лондон, дома в Индии он уже был звездой. Тогда в газете писали: господин С. Рамануджан из Мадраса, чьи работы по высшей математике вызвали удивление в Кембридже, в настоящее время находится в резиденции в Тринити. В Кембридже он жил полноценной жизнью, очень активный, Кембридж. полный энтузиазма, но немного неуверенный в себе. Обсуждал со студентами политику, философию и много-много работал. А затем, 28 июля 1914 года, мир изменился. Началась Первая мировая война. Многие студенты были призваны на военную службу. Рамануджан описывал войну в письмах своей матери. Они летают в самолетах на большой высоте, бомбят города и разрушают их. Как только вражеские самолеты показываются в небе, самолеты, стоящие на земле, взлетают и на огромной скорости набрасываются на них, что несет разрушение и смерть. Профессора здесь утратили интерес к математике
из-за нынешней войны. А в мае 1917-го Рамануджан заболел. Врач сказал Харди, что причиной заболевания может быть какой-то неизвестный возбудитель с Востока, совершенно не изученный в настоящее время. Именно а он Харди заболел. же писал: как и все индийцы, Рамануджан фаталист, а потому ужасно трудно заставить его заботиться о себе. И вот, 13 марта 1919-го Рамануджан возвращается в Индию, очень известным и уважаемым человеком, а еще очень больным. А 26 апреля 1920 года, в возрасте всего лишь 32 лет, он умирает. Итак, в чем же гений Обалдеть. Сриниваса Рамануджана? До сих пор никто не знает. Жена вспоминает, как ее муж писал свои формулы. Он говорил, что во сне богиня Намагири являлась ему и показывала сложные формулы. Он просыпался и записывал их. Сам же Рамануджан говорил: уравнение для меня ничего не значит, если оно не выражает мысль Бога. У него, очевидно, были какие-то свои взаимоотношения с числами, которые никто не понимал. Харди писал: его это интуиция гений. была почти сверхъестественной. Харди, разумеется, не верил ни в какие индуистские божества. Он заставлял Рамануджана писать доказательства традиционными методами. Литлвуд говорил о Рамануджане так: каждое положительное число было его личным другом. Однажды, когда Положительное. молодой ученый лежал в больнице, Харди навестил То, что его больше и нуля. сказал, что приехал на такси со скучным номером 1729. На что Рамануджан ответил: что вы, нет, это интересное число. Это наименьшее число, представленное в виде сумм двух кубов двумя различными способами. Теперь это известный математический анекдот. Увидите математика, пошутите ему. Вот он поржет. Надо сказать, что вклад Рамануджана в математику невероятен. Он вел дневники, в которые записывал свои вычисления. Многие из написанных там формул были доказаны уже после его смерти. Как он их писал, не Да ну ясно. это невозможно. После себя он оставил несколько тысяч формул без доказательств. А в 1976 году был найден ранее потерянный дневник Рамануджана, где было еще несколько сотен формул. Обнаружение этой рукописи вызвало примерно такой же переполох в математическом мире, какой вызвало бы открытие 10-й симфонии Бетховена в музыкальном мире. Работа, проделанная им в тот предсмертный год, сопоставима с тем, что мог сделать за всю свою жизнь какой-нибудь великий математик. Его достижения Да, ну, не невероятны. может быть такого. Если бы они были описаны в романе, никто бы просто не поверил. Представляешь? Современные ученые уже в своих работах до сих пор встречают формулы Рамануджана. Нобелевский лауреат Стивен Вайберг говорил, что, изучая теорию струн, наткнулся на формулы, уже выведенные гением из Индии Теорию в 1918 году. Итак, как же так получилось, Струн? что Сриниваса Рамануджан говорит о математике примерно те Теория же самые струн? слова, что спустя почти 100 лет говорил Александр Гротендик. Им обоим математика является, буквально видится во снах. Как так таблица получается? Менделеева. Как таблица Менделеева, типа во сне явилась. Невролог Оливер Сакс в своей книге «Человек, который принял жену за шляпу», которую я на этом канале цитировал уже раз так примерно 200, описывает случаи близнецов Майкла и Джона, с которыми ему приходилось работать. И этот Потрясающее случай до сих название пор книги. никому не удалось объяснить. Майкл и Джон, к примеру, могут описывать погоду и события любого дня своей жизни, начиная с того времени, когда им было по 4 года. Если спросить близнецов, как удается им удержать в голове 300-значные числа и триллионы событий 40 лет Чего? жизни, они ответят просто: мы это видим. У близнецов была тяжелая интеллектуальная инвалидность, а еще аутизм. При этом у них была суперпамять. Но если суперпамять уже встречалась исследователям, то близнецы видят нечто большее. Однажды я увидел, как с их стола упал коробок спичек, и его содержимое рассыпалось на полу. 111! Одновременно закричали оба, и затем Джон вдруг прошептал: 37. Майкл повторил это число. Джон произнес его в третий Да раз. ну не может быть и такого. остановился. Мне Вы гоните, потребовалось что ли? некоторое время, чтобы сосчитать спички. Их было 111. «Как вы могли пересчитать их так быстро?» – спросил я и услышал в ответ. «Мы не считали. Мы просто увидели, что их 111. Ну, да на них А хорош. почему вы прошептали 37 и повторили 3 раза? 37, 37, 37. 111.
В один голос ответили они. Они разложили 111 на множители, причем сделали это без всякого метода. Не знаю. Что? Нет, подождите. Это уже не гении, это уже какие-то сверхлюди, я не знаю. Может, у них как-то мозг чуть больше, чем у всех работает. Это моментально, ты прикинь, люди делают. Даже что такое множитель. Эти близнецы буквально видели числа. Арифметика давалась им тяжело, но им не нужно было проводить расчеты. Они видели результат. А если это так, Как значит это возможно? результат в мире уже есть. Просто мы с вами его не видим. Психолог Дональд Хоффман из Калифорнийского университета в своем исследовании приходит к следующему. Эволюция совершенствовала наши организмы не по пути научить нас видеть мир лучше и точнее, а по пути видеть мир так, чтобы выжить. Выступая на конференции «Наука и недуальность» в 2016 году, Хоффман говорил: вероятность того, что мы видим реальность такой, какая она есть, нулевая. Тот трехмерный мир, который мы с вами видим, это просто удобная картинка, исключающая все ненужное для выполнения задачи. Мы развились таким образом, чтобы дать нам возможность выживать, и мы должны воспринимать это серьезно. Видишь змею? Не трогай. Видишь обрыв? Не шагай с него. Наше восприятие развито таким образом, чтобы обеспечить выживание, а не для того, чтобы видеть реальность. Формы, цвета, предметы являются не реальностью, но удобной подделкой или стандартизированной формой передачи данных о том, что нам необходимо, Да, чтобы остаться в живых. Вот только не начинайте эту тему разгонять. То, что мир не настоящий и так далее. И это в последнее время слишком часто это слышу. А Оливер Сакс, описывая близнецов, как будто показывает людей, которые видят больше. Видят то, что не видят другие. Вижу Леху, Один из ставлю лайк. близнецов отчетливо говорил о некой очевидной им и непосредственно воспринимаемой реальности. В числах они искали смысл. Вероятно, подобным образом музыканты ищут в звуках гармонию. А что если есть люди, которые способны уловить математику на чувственном уровне? Как мы с вами улавливаем музыку. Близнецы пробуждают к жизни числовые существа и обитают в странных числовых пространствах. Они свободно перемещаются по гигантским числовым ландшафтам. Но это И пипец. возникает вопрос, а какой наш мир на самом деле? Трагедия в том, что близнецы, демонстрируя взрыв невероятные мозга. способности, не могут объяснить, как они это делают. Но есть люди, которые все-таки попытались это сделать. Это Дэниел Таммет. В 4 года он перенес эпилептический припадок. С этого момента он начал видеть числа как некие уникальные формы со своей текстурой и цветом. Единица – вспышка Знаешь- белого света. Шестерка – маленькая и очень грустная черная дырка. Тройка – зеленая. Четверка – синяя. Пятерка – желтая. И такая жизнь для него – настоящая пытка. Мозг Таммета цепляется за все происходящее. Так, поездка в супермаркет превращается для него в бесконечные подсчеты. Каждая композиция из фруктов или овощей, каждый ценник, длинная выкладка товаров порождает бурный интеллектуальный процесс, который он не в состоянии контролировать. Он не может спокойно выйти из магазина, пока все не пересчитает. Это Джейсон Пэджетт. Родился в 1970-м в Офигеть. Анкоридже. В юности он был очень Офигеть. активным парнем. Например, он А прыгал со с пар- стороны, прикинь, ты посмотришь, стоит какой-то завис, чел и стоит там что-то в своих мыслях копается, а это окажется какой-нибудь вообще тупо гений. парашютом 19 раз. Плавал с акулами с аквалангом. А еще у него коричневый пояс по карате. Работал он в магазине, занимался продажей матрасов. А 13 сентября 2002 его жизнь изменилась. Он с друзьями пошел в караоке, а на выходе из заведения его ударили в затылок и начали избивать. Я не столько услышал, сколько почувствовал этот низкий глухой стук, когда первый парень подбежал ко мне сзади и ударил по затылку. Я увидел вспышку белого света, как будто кто-то сфотографировал. Следующее, что я помню, я стою на коленях, все кружится, и я не понимаю, где я и как сюда попал. Парень попал в больницу, а когда его выписали, он начал замечать, что мир вокруг него как будто изменился. Или его зрение изменилось. Он описывал это так. Отдельные рамки с изображением, соединенные линией, но все равно движущиеся с реальной скоростью. Он Да ну. говорил, что изображение, которое он видит, пиксельное. Все, что было изогнуто,
выглядела как слегка пикселизированная. Вода, стекающая в канализацию, больше не выглядела гладкой и плавной. Она выглядела как маленькие касательные линии. Я был удивлен, растерян. Это было красиво, но в это то же просто время пипец. страшно. Парень начал везде видеть математику. Я не знаю, почему мне нравятся идеальные квадраты. Я был очень недалеким. Жизнь крутилась вокруг девушек, вечеринок и выпивки. Я просыпался с похмельем, выходил на улицу, таскался за девушками и снова отправлялся в бар. Раньше я говорил, что математика — это вздор. Как можно использовать ее в реальном мире? И я считал это умным утверждением. Я действительно в это верил. У меня была буквально 1000 или более рисунков кругов, фракталов, каждой фигуры, которую мне удавалось нарисовать. Это был это единственный просто способ, забей. которым я мог эффективно передать то, что видел. Видяха, Нужно ребят. всегда удивляться, что Видяха баганулась. RTX офнулся. Трава, короче, слетели, и все. И в режиме безопасности запустилось. Все просто. реальность вообще Чисто лампочку существует. встряхнули. Я переживаю математическое пробуждение, и все вокруг нас абсолютная магия или нечто очень близкое к ней. Если природа просто избавила нас от того, чтобы мы видели мир такой, какой он есть, просто потому что нам это нужно для выживания, то что же будет с эволюцией дальше? Хоффман на той же конференции продолжал. Наш мозг имел самую большую массу 20 тысяч лет назад, и с тех пор его масса продолжала падать со скоростью метеорита. Мы потеряли 10% объема нашего мозга, то есть размер теннисного мячика. Вот такой кусок исчез из нашего мозга за последние Куда 20 исчез? тысяч лет. Эволюции нет кого-то дела вообще до такой разумности, там. до больших мозгов. И уж давно ей нет никакого дела до истины. Ей только до одного есть дело — удержать вас в живых достаточно долго, чтобы вы могли расплодиться. А теперь у нас есть сельское хозяйство и соответствующий общественный уклад. И вот нам уже не нужно уметь делать все на свете, чтобы выживать. Если мне что-то нужно, обращусь к какому-нибудь умельцу Джо и спокойно выживу, даже если у меня IQ 70. А 20 тысяч лет назад меня бы уже в живых не было. Выходит, что мозг – дело затратное, а если он больше не нужен, будет худеть. И если дело будет продолжаться такими же темпами, то через 20 тысяч лет наш мозг усохнет до размеров, которые он имел 500 000 лет назад, до уровня Homo erectus. Вот что с нами творит эволюция. Возможно, мы никогда и не увидим, какой мир на самом деле. Ну или изобретем приборы, которые помогут нам это сделать. Бам! И он испарился. Я что только что вообще услышал? У меня теперь голова, она, короче, грузанулась так, что это ультра крутое видео, огромнейший пласт информации, наверное, единственное, про кого я плюс-минус слышал, что-то где-то как-то издалека, это про индуса, но то, что он, у него там чуть ли не чуть ли, а памятник ему еще стоит, офигеть. Ты представляешь, сколько он написал, что по сей день, ну как это возможно в таком возрасте? Не как шапочку из фольги, но рукописи-то его сохранились. В общем, добро пожаловать в комментарии называется. Давайте вместе размышлять про этого индуса. Что-то мне прям интересно стало.